Дорогой друг, приветствую тебя на канале Cosmic Gamer. Меня зовут Евгений. Мы продолжаем выживать на Марсе в Stationers. В прошлых сериях мы наводили порядки на базе, оптимизировали теплообменник. Сейчас я продолжаю это делать. Последнее, на чем мы остановились, это вот подключали откачку углекислого газа в резервуар с газом с изолированной цистерной. Сейчас у нас подходит пшеничка. Кушать, пить. Да, уже хочет инженер кушать, пить. Надо его напоить и накормить и выходить заниматься дальше вопросами оптимизации и порядок навести на месте, где был раньше у меня резервуар с водой. Плюс нужно от воды сюда сделать перекачку вот в эту точку, чтобы я мог накачивать теплую воду в основной вот мой бак. Для этого мне понадобится насос, обратка. Где у нас обратка? Такие трубы не подойдут. Мне вот такой нужен только жидкостный. Нет. Вот эти трубы мне нужны. Газовые можно пока оставить. Я еще с той стороны стену зашил, чтобы этот шкаф оптимизировать, потому что сейчас в нем куча всего, а я не вижу, что там вообще есть в этом шкафу. Пробую оторвать. Ну, в принципе, теперь вижу. Можно оторвать и отрезать. Так, не этот лист, вот этот. Ну вот, тоже поудобнее будет. Так, а где у меня был лист железа? Куда я его сложил? А вот он, листы железа. В общем, двигаемся дальше. Если мне нужен вот такой клапан жидкостный, его нужно изготовить. Скорее всего, его у меня нет. А что, я об кондиционер ударился. Смотрим. Клапан. Ну, наверное, регулятор давления называется, да? Какой регулятор мне нужен один? Насос, регулятор и трубы. Изолированные трубы. Сталь закончилась. Понял. Единица выросла. Но если закончилась сталь, ее нужно идти делать. А мы вот лад можем пока скинуть все. В общем, сейчас я буду подметать хвосты, как говорится, подтягивать. Так. Сейчас пшеничка дойдет, пока я буду хвосты подтягивать. А хвостов у меня здесь много. Идем сначала с маяком решим вопрос. Я там намусорил, я бы так сказал. Надо там на место все привести в порядок. Я перенес платформу по нагреву воды в сторону. В прошлой серии можно посмотреть. Там, где у меня был хладоген. Вот теперь это все так выглядит. Вода у меня здесь. Газ для хладогена здесь.
И между водой и газом стоит теплообменник и вот клапан. Что тут испаряется, вопрос. Да, здесь ничем испаряться. Что у нас тут? Немножко газа попало. А, так. Теперь надо вот эту вот штуку к стене приклеить. Это было бы логично. То я здесь сделал? Маяк, фаза, мод. В общем, разбираем это дело. Ну и сразу, я думаю, можно... Куда я маяк? Я здесь его, наверное, оставлю. Тогда я прям сразу здесь и соберу на место эту схему. У меня 2 memory. Провода я сейчас сниму. 2 memory. Один, наверное, writer, да? Logic writer, вот так вот. Одна штука. Тут у нас mass unit. Compare 1. То в writer. У writer же сверху нет контакта, да? Вот один сравнение. Logic writer. Его переверну, чтобы контакта сверху не было. Это вся схема. Провода. Да, ну и сам маяк тоже нужно переставить. Сверху там, по-моему, compare unit питание. Да. Все, вся сеть в целости и в сборе. Теперь еще надо переставить. Вот даже проводов сэкономил. Маяк переставить надо. А мы его прям тут на стену поставить. Да. Так будет стоять. Поставим. По-моему, нормально. Так, и нам надо что? Нам надо... Было меньше, больше. Reader, writer, mass. Нам нужна длина цикла и позиция в цикле.
Это будет у нас Lighthouse. Пусть будет маяк, цикл. Тут будет у нас маяк, цикл, позиция. Или даже длина. Будет позиция. Таврайтер на маяк можно не подписывать. Там у нас будет маяк. Цикл. Цикл. Да так. Будет сравнение. Маяк. Если включен. Да? Делаем. Цикл маяка у нас будет 10 секунд. Позиция в цикле будет 3 тика. Даже тут не 10 секунд, это 5 секунд. Давай сделаем 10 секунд. Даже... Нет, 10. 10 это 5 секунд. По 2 тика на секунду. 2 тика будет держаться включенным. Теперь читаем. Читаем мы сейчас сюда. У нас есть глобальный счетчик. Какой-то memory count или что-то такое. Есть mem counter, по-моему, вот это он. Делим его на наш маяк цикл. На маяк цикл делим с остатком отделения. Смотрим. Не должен выше 10 быть. Вот так. Есть. Теперь мы берем, ищем наш вот этот вот маяк цикл остаток отделения. Этот маяк цикл остаток отделения. И сравниваем его с маяк позицией. Прошу прощения, кашляю, горло болит. Так, вот маяк позиция. Если он меньше, чем маяк позиция, мы будем считать, что мы включаем. Вот сейчас 0. Через буквально несколько секунд будет 1. Так он будет с периодичностью включаться. Я это уже, в принципе, рассказывал в прошлых сериях, когда я устанавливал маяк, как это, почему работает. Ну, сейчас повторил для тех, кто не смотрел прошлые серии. И теперь мне надо записать вот этот вот маяк, если включен, собственно, в маяк. Так можно регулировать, как долго маяк будет включен. Здесь я ищу маяк, если включен. Маяк цикл, цикл, вот. Маяк, если включен. В маяк я буду писать это дело. Наверное, так маяк и называется. Бак отходов переполнен. Как ты называешься? Стационарный маяк. Я на М ищу. Надо на С искать. Ну вот, стационарный маяк. И вход будет у нас включение. Наблюдаем. Включился, выключился. В
принципе, этого достаточно. Во-первых, экономия энергии. Во-вторых, можно базу свою найти по кратковременному включенному маяку. Здесь я подчистил, перенес. Здесь я перенес. Смотрим на состояние бака. Вот можно было бы, наверное, вытащить на базу какой-то монитор, который бы мне показывал состояние бака, чтобы не бегать каждый раз. Даже двух вот этих баков вот сюда, сверху поставить, две консоли. Я так и сделаю сейчас. Буду информирован. Бак отходов, говорит, переполнен. Я его теперь вот сюда вот смело скидываю. Все дела. Через какое-то время у меня будет еще бак. Ну, кислородный бак, да, кислород заканчивается. И с кислородом надо тоже работать, выносить его отсюда. Вот. Что? Две консоли вот сюда повесить сверху. У меня консоли находятся вот тут. Если там сталь не надо будет. Сталь закончилась. Да, и вот у нас пшеничка. Надо ее забрать. Пока я балуюсь с пшеничкой, я включу сброс отходов. Надо это периодически делать. Мне посоветовали ставить Харви, но Харви на эти 5 лунок вот так не станут. Тут надо их на расстоянии делать. Поэтому я этим обязательно займусь. И вообще, на самом деле, очень много всего насоветовали. Пишите еще в комментариях, пожалуйста, советы давайте мне, я буду разбираться. $355 граммов. Так, высокий уровень голода, говоришь, да? Надо кого-то съесть. Хорошо, все, поел. Вот это я хотел на улицу вынести, поставить. Что я здесь хотел в помещении сделать? Чипы хотел поставить. Чипы у меня тут. Не чипы, а мониторы. Там на мониторы по-любому нужны какие-то картриджи. Монитор. Это консоль, да? Консоль, а в консоль нужна карта атмосферы. Плата управления атмосферой. Плата параметра атмосферы. Наверное, параметры.
Здесь у меня провода сверху. Монитор. Ага, ему сверху нужны провода. Хорошо, вот 2 монитора. 2 монитора. Вот тут проводка. Вот она. Здесь проводка может быть. Мгм. Вот так состыкуемся. И провод. Эти. Да, их и стекло. Так. Теперь нужна проводка для того, чтобы соединить кабель. Делаем. И что мне еще нужно? Стали надо наплавить. Я вот думаю, просто наплавить стали. Или попробовать газ забрать с печки. Забрать попробовать или не забрать? Чтобы газ забрать, мне понадобится цистерна, трубы. Вот у меня есть одна цистерна. Цистерна есть. Ну что, у меня повключалась какое-то время эта штука моя, которая называется охладителем. Он должен был подогреть. О, 22 градуса подогрел. Потихонечку подогревает. И я хотел соединить цистерны с электрической сетью. Одна. И вот вторая. Но я туда не смогу выйти нормально. А сюда топать. Вот. Назвать их можно как-то вменяемо, да? Например, это у нас будет вода. Просто вода. Вода цистерна. У меня сейчас других нет. Это у нас будет хладоген. Я его так и назову. Хладоген цистерна. Почему хладоген? Да потому что это жидкость, на основе которой у меня охлаждается комната. Ну, прошу прощения, кашля.
Это как бы неконтролируемый процесс, поэтому извиняйте. Есть. Электричество есть. Пойду настрою. Ну и да, пока я здесь, мне надо трубы провести в эту точку. Я их так уже не проведу, да, потому что я здесь зашил маяком. Давай тогда маяк перемещу. Сюда поставлю. Беру оттуда провод. Терялся, да? На S стационарный маяк. Скажи, что ты работаешь. Работай. А трубы надо подтянуть. Думаю, их можно сразу повернуть. Смогу положить трубу, да? Чуть выше положу. Даже не знаю. Чуть выше положу. Это вот провода, конечно, вот эти. Сильно не... Да. Насквозь эта труба не ложится через провод. Ну вот так поклал. Да, будет идти. Потом разживусь сталью. Сделаю больше. А здесь я сделаю... Здесь мне надо будет вот так выйти сюда. Повернуть, сделать обратку. Можно обратку сразу положить. Будет лежать, да? Чтобы еще с проводами она была. Вот так. Проводку. Сюда насос. Поворачивайся. Только не повернулся, только каждый раз не так, как мне надо, да? Вот. Здесь у нас, когда я разживусь трубами, я сделаю соединение. Мы будем докачивать, вернее, воду теплую в основную систему, когда нужно будет. Пока я просто поклал здесь это все, чтобы не потерять. Будем считать, что там порядок наведен с той стороны. Теперь зайдем в дом, посмотрим, что там с консолями можно настроить. Что у меня здесь по качеству воздуха? Отсутствуют вредные вещества в небольшом количестве. Так вот наши консоли.
можно включать. Она умеет. А вот так вот. Мод давления, мод температуры. Мне температура интересует. Где меня интересует температура? Так нельзя покрутить. Стойка для газа баллона неинтересно. А где мои цистерны? Вот есть вода. Пусть вот будет температура воды. Отлично. Это у нас будет тоже температура. Только не воды. Второго хладагина. Так, ну что, вот теперь я вижу. Ко мне бы, конечно, еще здесь таблички прицепить, чтобы я понимал, чьи температуры. А может назвать, и оно будет видно? Ну, смотри. Консоль, монитор. Это то, что текст, который я вижу, да? Да. У нас будет вода. О, вообще идеально. Это будет хладоген. Да, прекрасно. Теперь понятно, какая температура у кого. Ну, я, собственно, буду наблюдать, ходить, пока вентиль крутить. У меня инвара пока нет. Это инвара будет электровентиль. Эта штука неэффективно охлаждает. Очень неэффективно. Приходится включать вот эту систему. Это как бы не очень хорошо. С другой стороны, мне нужен подогрев воды, так или иначе. Поэтому пусть будет. Теперь вопрос с тем, что у меня кислород вот тут стоит. Он заканчивается. Это один момент. Но пока что эта штука рабочая. Эта штука мне уже не нужна в данный сейчас, по крайней мере. Дабы ее приткнуть, да? То у нас по газам чисто. Чисто. Давай положить батарейку. И есть еще один локер. Поставить. То есть. Головой. Подвесить. Интересно. Тумбочка есть практически. Можно сказать, настенная. Да, и вверх нельзя, и нельзя. Да, это настенная тумбочка. А, вот такой есть локер. Можно поставить. Его положить локер. Для удобства просто. Забрать.
По мусор собираю. И по мусор. Газовый радиатор. И вот интересно, почему у меня нет нормального контурного охлаждения в помещении? Ему там. Или больше площадь должна быть, или я не знаю. Ну, там снаружи есть одна вентиляция. Я вот тут типа повытягивал. Я типа повытягивал. У меня там среда наружная вот в этой трубе. Вроде как должна быть. Вроде как оно должно охлаждать. Смотрим. Вот там 9 градусов, здесь 30. Или, я понял. Мало давления. Можно из-за этого. Да, я думаю, из-за того, что давления мало, охлаждение неэффективное. Можно это все экибану снимать. Либо все. Изъял. Можно, наверное, сразу изолированными. И не париться по этому поводу. Это у нас газоотвод. Экстренный, да? Можно подвинуть туда. На улицу идет. И у меня изолированные положила, да? Это были. Не будем терять температуру. Но ее все равно будем через хладогену туда выгонять. Так, так, так. Это сюда, туда. Где мой инструмент? Это я не понял. Да, я его засунул. Вот он. Не надо вот это вот его выкладывать. Придумал. Так. Будет экстренная обратка. Она работает.
Ну, а это у нас не экстренная обратка. Это мы типа набираем воздух с улицы. Но там такая плотность, что она практически не работает. Да, практически вообще. Как будто бы нет. Тогда ее тоже можно снять. Порядок навели. Эту вот штуку, которая занимается у нас чем? Типа нагревом. Можно снять. Воду по-другому нагреваем. Буду снимать, там вода есть. Так, теперь трубы изолировать я не буду. Здесь температура может соприкасаться. Пусть соприкасается. Это пол. С той стороны пойти посмотреть, да? Угу. Что у нас там? Вот, уже 90 градусов. Уже можно идти вентиль открывать. Нагревать эту воду. Там температура подрастает каждый раз, когда у нас включается охлаждение. Вот, еще по-хорошему было бы, наверное, ту температуру сбрасывать до какого-то предела. Посмотрим, пока не буду трогать. И что мне еще нужно сделать? Радиаторы повыкладывать, да? Или сделать там контур для того, чтобы можно было сбросить температуру. Или не делать. Пока не буду. И пойдем посмотрим, что с той стороны я наделал. Порядок приведем. И заодно свои баллоны вот поменяем. Батареечку. Вот у меня такой пункт обслуживания костюма. Пока что такой. Советуют, что можно сделать стойку для костюма. И через стойку заниматься сбросом. Крышечка у меня закрыта. И да, же есть еще топливо. Его надо было бы себе подзарядить. Как-то. Забрать. Мне вот интересно, эта штука изолирована или она пропускает?
Ну, база преображается, потихонечку преображается, уже становится интересней. Что у меня там? У меня там есть немножко льда. Он его съест. И что у нас тут по температурам? Вот можно сразу посмотреть. Там было 90 градусов, 99 и 7. Можно сделать вот так. Посмотреть, как он нагревает быстро на разницу температур. Можно спокойно довести до 20 и остановить. Это надо делать контролируемо. А еще было бы неплохо вот те газы вытащить, убрать. Надо фильтр поставить и через фильтр прогнать. Хочешь, да? Я вижу температуры. Удобно. Хотя там вот довольно быстро падает. Было 90 градусов, а теперь 44, 43, 42. Через теплообменник. Здесь еле растет вода. Мне кажется, там еще теплообменник не изолированный, и он с внешней температурой взаимодействует. В принципе, вот и ответ на вопрос, а как быстро сбрасывать в случае чего, да, температуру. Она сама сбросится. Пить и душ. Но душ мы тебе пока нет. Пока просто побудь без костюма. Поесть-то поешь. Попить попьешь. Все, поел, попил. Раз поел, попил, побежали копать руду. Она нам сейчас нужна. Нам надо уголь и железо. Если найду воду, будет прекрасно. Бежали. А, куда побежали? Да. Подождите. Не побежали. Инструменты. Мне надо зарядить вот это. Было бы неплохо еще газов каких-нибудь набрать. Точно не кислород. У нас по растениям растут. Растут. Выложить. Взять надо с собой мешочек. Маленький такой. Уголь есть немножко. Вот этот маленький мешочек надо с собой взять. Ага, у меня уголь есть. Мне надо просто железо. Железо. И все, только железо. Да, буду складывать. Это что это? Ну все, железо и воду.
88 дней на планете. 87, но консоль он показывал 88. Я с собой возьму баллоны. Я знаю, что такое. Что там случилось? Пойду куда-нибудь. Копать железо. Ну, а я промотаю, естественно, этот момент, сожму. Он будет в ускоренном темпе и под музыку. Пишите в комментариях, если вам эта музыка нравится, не нравится. Может быть, другую поставить. Какую конкретно. Можно посмотреть.
Ну что, дорогой друг, я закончил эту серию, я накопал труды, нашел воду, набрал, ну, наверное, из самого ценного это вода. Нашел все остальные ресурсы, которые искал. На следующей серии будем заниматься какой-то частью оптимизации самой печи. Я думаю, поставить эти баки для того, чтобы собирать газы. И буду пробовать эту печь автоматизировать. Я думаю, это будет не с первого раза, потому что я банально не знаю как. Но если подойти к печи и посмотреть на нее, что у нее сейчас есть. У нее есть вентиль, запирающий, да, клапан. Сюда, значит, можно поставить регулятор давления, я думаю. И у печи есть входные газовые трубы. Можно пробовать подавать туда вот оксиды льда и оксиды этого водорода. То есть пытаться смешивать топливо. Вот, я думаю, можно пробовать, разбираться. Я завтра займусь. Спасибо за твой лайк, комментарий. Спасибо, что был со мной на этой серии. Я очень благодарен тебе за твои советы. В следующей серии пока.